Сегодня мы еще раз с вами поговорим об Иране. Разберемся, что там за политическая система такая, какие у нее цели, почему ей так важно ставить во главу угла цель уничтожения Израиля, и кратко подумаем, чем может закончиться нынешняя война. Перед тем, как начнем, важно сказать, я совсем не специалист по этому региону. Меня интересует российская политика и события вокруг нее. Про другие страны мы тут говорим, когда там происходят события, попадающие в российскую новостную повестку. Ну и, конечно, такая война попадает. Про Иран я вообще мало что знаю, а про конфликт знаю в основном из израильских СМИ, которые могу смотреть в оригинале, так как знаю язык. Поэтому, когда я хочу рассказать вам про Иран, в моей передаче я привлекаю эксперта, в данном случае востоковеда Никиту Смагина. Он бывший корреспондент ТАСС в Иране, жил там несколько лет и автор книги «Всем Иран». Всего полвека назад Иран был процветающей страной на Ближнем Востоке. Экономический рост такой, что позавидовали бы многие. С 60 по 73 год ВВП Ирана растет на 7-15% ежегодно. Страна – ключевой союзник Вашингтона, продает на Запад нефть и покупает технологии, словом, идет по пути модернизации и налаживает связи с миром. К концу 70-х годов Шах умудряется выстроить хорошие отношения и с США, и с Советским Союзом. Москва тогда даже строила металлургический комбинат в Исфахане. Отношения с Израилем тоже были спокойны. Конечно, не без неровностей, Шах в какой-то момент начал высказываться в поддержку Палестины, но, с другой стороны, регулярные прямые рейсы между странами, торгово-экономическое сотрудничество, а израильские спецслужбы помогают Шаху создать свою известную тайную полицию – САВАК. Сказки про девушек в мини-юбках с красивых картинок мы оставим. Все-таки вестернизированная элита составляла в лучшем случае 10-ю часть населения Ирана. Все эти фото – больше пропаганда того образа жизни, который Шах хотел видеть в Иране. Но в целом Иран последовательно шел по пути развития. С середины 70-х годов в Иране начался экономический спад. Шах Пахлеви научился развивать экономику, но не слишком усердствовал в вопросах перераспределения доходов, и верхушка богатела сильно быстрее обычных жителей. В итоге бедные слои стали выходить на улицы. Случилась так называемая исламская революция. С тех пор последние 40 лет в Иране популярны лозунги в духе «Смерть Америки» и «Смерть Англии». Идет непримиримая борьба с империализмом и, конечно, с Израилем и сионизмом. И все это на фоне жесточайших санкций. Иран планировал в этом году начать импорт газа из России, являясь по запасам газа второй страной в мире. Так что же случилось? История современного Ирана берет начало с 1979 года. Тогда свергают последнего шаха из династии Пахлеви, Мухаммеда Резу, и проходит исламская революция. Впрочем, делали ее не только исламисты. Исламской ее станут называть несколько позже. В официальном нарративе современного Ирана исламская революция – триумф народного гнева, возглавляемого шиитским духовенством. Мол, началось все с подавления протестов в Куме, религиозной столице страны, где студенты выступили с поддержкой аятоллы Рухалы Хомейни. Завершается этот славный период триумфальным возвращением из ссылки лидера революции. Хомейни прилетает в страну в начале 79-го, а Шах Пахлеви позорно бежит из страны примерно в те же даты. Такой взгляд отражает действительность лишь отчасти. Прежде всего, в официальной версии намеренно исключено упоминание иных сил, сыгравших важную роль в бурных процессах конца 70-х в Иране. Исламская революция стала народным движением, в котором участвовали широкие слои общества. При этом мобилизовать сторонников на сопротивление, в том числе и вооруженные, в 78-79 удалось двум силам – исламистам и левым. Причем левые в критический момент сыграли ничуть не меньшую роль, радикализировав протест и выведя на улицы сотни тысяч человек. В отличие от исламистов, единым лидером которых был Хомейни, у левых такой объединяющей фигуры не было. Да и сам фланг был очень разнообразным. Одних только значимых марксистских организаций в иранском подполье 70-х насчитывалось около 2 десятков. И была там куча направлений – марксисты, ленинисты, маоисты, троцкисты и даже курдские повстанцы. Если в партизанской борьбе против Шаха левые были не менее эффективны, чем исламисты, то в политическом соперничестве после революции они оказались куда менее проворны. Сторонникам Хомейни потребовалось 4 года, чтобы полностью вытеснить левых с политической сцены.
исламисты последовательно репрессировали своих бывших сторонников типичными для постреволюционной борьбы методами. Ключевых лидеров убивали, сажали в тюрьмы, вынуждали эмигрировать. В результате оппозиция Исламской Республики была вынуждена уйти в подполье. По сути, единственной силой, которой удалось не просто выжить, но и продолжить борьбу, стал Маджахедин-э-Халк, организация маджахедов иранского народа. Идеологически она находилась где-то на стыке исламских и марксистских постулатов. Хотя левые проиграли борьбу за власть в Иране, влияние идей марксизма на ситуацию в стране огромное. Можно сказать, что исламизм в Иране в итоге стал по-настоящему левым. Звучит парадоксально. Что за левый исламизм? Неожиданно для марксистов исламисты начали говорить о социальной справедливости. Просто отказались от заумных рассуждений о классовой борьбе и цитат из Маркса. Обрекли левые идеи в привычную и понятную простым иранцам форму исламских концептов. Так, одним из ключевых концептов стал термин «мастазефан», то есть «угнетенные». Это калька с марксистского понятия «эксплуатируемые». Таких людей Исламская Республика обещала взять под опеку и всячески защищать. Речь шла о наиболее бедных слоях иранского общества, лишенных поддержки в период правления шаха, то есть большей части населения страны. Так родился иранский государственный популизм – идея помощи всем и сразу. Важную роль сыграл тот факт, что перед революцией марксистскими идеями массово увлекались всевозможные иранские интеллектуалы. Аятолла Рухалла Хамейни был практиком революции, и у него были учителя. Одним из самых влиятельных интеллектуалов, повлиявших на иранских исламистов, считается Али Шариати, бывший марксист, который стремился соединить левую мысль с политическим исламом. В его интерпретации ислам – это религия борьбы с социальной несправедливостью, притеснением и тиранией. Под джихадом он понимал революционную борьбу. Шариати утверждал, ислам – это религия революции, а шиизм – направление, которое эту революцию возрождает. В чем же выражалась левая повестка? Прежде всего, исламисты в Иране начали распространять массовое образование, продвигать доступную медицину и бороться с бедностью. Очень неплохие, так сказать, затеи вообще-то. И поначалу это дело даже работало. Если в 70-х в школах Ирана училось около 5 миллионов человек, то к началу 2000 года уже почти 20 миллионов. Поступить в вузы стало значительно легче. Доступ к массовому образованию получили женщины. К середине 2000-х уровень грамотности среди девушек в Иране достиг почти 97%. Также женщины массово пошли в университеты. Это для исламской страны очень необычная ситуация. Дальше больше. Впервые в истории Ирана безработным стали регулярно выплачивать пособия. Медицинские страховки стали массовыми. Значительно снизилась детская смертность. Начали вводить субсидии на базовые товары, на бензин, электричество и воду. Словом, все шло не так уж плохо. Но у всех этих успехов вскоре обнаружилась обратная сторона. Левые идеи, сама по себе соцподдержка плохо уживалась с реальностью. То есть на выходе получалось не совсем то, что хотели, например, в образовании. К концу 90-х иранские исламисты с удивлением выяснили, что, закончив школу и уж тем более университет, женщины не хотят сидеть дома и рожать детей. Они требуют выхода на рынок труда, соблюдения их прав и равенства. А еще все больше возмущаются хиджабом, обязательным исламским дресс-кодом. По-настоящему это недовольство выстрелило в 2022 году, когда тысячи женщин по всей стране начали сжигать свои платки в знак протеста против исламских норм. Однако первые ростки этих проблем для властей начали проявляться намного раньше. Но главной бедой страны стали субсидии. К концу 20 века сложилась система, по которой население получает электричество, бензин и воду по нерыночным ценам. Мечети так вообще не платят за электричество. Яркий пример с топливом. Сегодня литр бензина стоит 30 тысяч реалов за литр, то есть где-то 4 цента или 3 рубля. Разумеется, 3 рубля не могут окупить производство литра бензина. Разницу покрывает государство. Дыра бюджета из-за этого увеличивается год от года, и чтобы бюджет верстать, власти девальвируют национальную валюту. В результате растет инфляция, как и уровень бедности. Исламисты научились у левых еще кое-чему. Они переняли у них популистскую риторику борьбы с империализмом. Главным символом империализма Хамейни провозгласил понятно кого – Соединенные Штаты Америки, олицетворяющие всю западную цивилизацию. Но авангардом продвижения Запада на Ближний Восток объявили Израиль, как главный рассадник империалистической заразы, с которым надо бороться в первую очередь.
Так появился главный лозунг Исламской Республики: «Смерть Америке, смерть Израилю». Видимо, тут присутствовал и какой-то личный антисемитизм, личные убеждения Аятоллы Хамейни, который искренне считал сионистское образование врагом исламского мира. Был тут и определенный прагматизм. Хамейни считал, что революция в Иране только начало. Дальше начнется цепная реакция и экспорт исламской революции в другие мусульманские страны. Вот только Иран – страна шиитская, а не меньше 80% мусульман – сунниты. Так как же продать им шиитский проект? Способ нашли старый как мир – найти общего врага и против него объединиться. Цель борьбы понятная и максимально конкретная – уничтожить сионистское образование, государство Израиль, и освободить священный Иерусалим. Для этого и нужен лозунг «Смерть Израилю». Новые власти Ирана использовали эти слова как средство объединения всех мусульман. Но идея экспорта исламской революции напугала большинство стран региона. Сама революционная концепция предполагала тотальное переустройство всех ближневосточных порядков. То есть Тегеран бросал вызов всем, кто не соответствовал критериям революционных идеалов. В результате лидеры местных государств начали воспринимать Иран как возмутителя спокойствия, способного расшатать стабильность ближневосточного региона. А лозунг «Смерть Израилю» прижился тоже далеко не везде. Потому что подходы еврейского государства, может, и не самые миролюбивые, однако его мотивы понятны соседям. И если его не трогать, не ставить целью его уничтожения и тем более не предпринимать для этого конкретных действий, то никакой угрозы Израиль ни одному из арабских государств не представляет. В итоге арабские правители все чаще ставят на национальные интересы. Как следствие, установление дипломатических отношений Израиля с Объединенными Арабскими Эмиратами в 2020 году и регулярный партнерский диалог с Саудовской Аравией. Его предпочитают не афишировать, но взаимодействие Тель-Авива и Эр-Рияда ни для кого не секрет. Ну и у Израиля давно мир с Египтом и Иорданией, а сейчас пошла речь о нормализации отношений с Сирией. Однако антиизраильская позиция все же позволила Ирану добиться некоторых успехов за границей, создать Хизбаллу в Ливане и наладить отношения с различными силами в секторе Газа. Правда, переоценивать ценность этих союзов для Тегерана не стоит. Практика показывает, многочисленные иранские прокси от Афганистана до Ливана сотрудничают с Тегераном до той поры, пока их интересы совпадают. Например, годами Иран поддерживал Хамас и его борьбу с Израилем. Но когда началась гражданская война в Сирии и иранский союзник Башар Асад оказался на грани существования, Хамас не помог и вообще выступил против режима в Дамаске. К этому стоит добавить колоссальные репутационные издержки Ирана на международной арене. Когда Тегеран снова и снова призывает к уничтожению Израиля, это вызывает шок у европейцев и непонимание со стороны более благосклонных к Ирану стран, вроде России и Китая. Конечно, власти Ирана оправдываются, мол, речь не о физическом истреблении евреев. Смерть – это лишь метафора борьбы с сионизмом. Но эти слова мало помогают и плохо бьются с поддержкой Хамаса, Хизбаллы и йеменских хуситов. В результате революции и последующих попыток реформировать государство в Иране сложилась политическая система, не похожая на системы других авторитарных стран. С одной стороны, во главе государства находится верховный лидер – Рахбар. Он обладает максимально широкими полномочиями и скорее отвечает за стратегию государства. С другой стороны, здесь есть избираемый президент, который регулярно сменяется на выборах. Он скорее играет роль премьер-министра, который реализует текущие задачи. Рахбар не трогает его и дает действовать самостоятельно до тех пор, пока его устраивает курс. То есть президент способен изменить политику государства, но только до определяемой верховным лидером степени. На этом особенности не заканчиваются. В системе существует парламент, меджлис, который, как и положено, принимает законы и избирается на конкурентных выборах. Однако законы должны пройти одобрение Совета Стражей Конституции. Этот же Совет Стражей Конституции и решает, каких кандидатов можно допустить до президентских выборов, а каких нет. Сама эта сложная система переживала разные периоды, и в какие-то казалось, что избираемые институты, президент и парламент, действительно играют большую роль и способны на независимое решение. Однако к концу десятых годов Рахбар Али Хаменеи постепенно вытеснил влиятельных и независимых политиков, оставив только тех, кто не стремится оспаривать его решение. В результате то, что на каких-то этапах казалось рабочим механизмом со сдержками и противовесами, к середине 20-х годов превратилось в специфическую форму авторитаризма, замкнутую на одного конкретного человека. Сегодня Тегеран
фактически отвернулся от абсолютного большинства своих же привычных идеологических постулатов. Он не в состоянии обеспечивать поддержку бедных и угнетенных. Уже третье десятилетие пытается договориться о нормализации отношений с главным врагом, Соединенными Штатами, и давным-давно не ищет революции в регионе, поняв, что просто не может их потянуть. Так постепенно вся текущая идеология Исламской Республики свелась к хиджабу, запрету алкоголя и уничтожению Израиля. А страна занялась банальным выживанием и латанием дыр. При этом в разные времена Исламская Республика много кому желала смерти. Провозглашала подобные лозунги в отношении Соединенных Штатов, Великобритании, Советского Союза даже. Но в итоге, как мы уже упомянули, пыталась наладить отношения с США, дает Великобритании держать посольство в Тегеране, а с наследницей Советского Союза, Россией, сейчас вообще поддерживает одно из ключевых партнерств. Однако в отношении Израиля таких перемен и близко нет. Тегеран продолжает говорить об уничтожении сионистского образования, потому что лозунг «Смерть Израилю», как мы уже говорили, остается одним из немногих идеологических столпов современного Ирана, неотъемлемой частью его политической идентичности. Такое положение дел было относительно приемлемо для Израиля, но все изменилось после нападения на него в октябре 23 года иранского прокси, боевиков Хамас. И с тех пор ситуация только эскалировалась. Когда 90-миллионное государство, как бы не всерьез, но все же заявляет своей целью уничтожение Израиля, а еще приближается к обладанию ядерной бомбой, это та угроза, которую Израиль посчитал для себя неприемлемой и начал войну. Чтобы понять проблемность этой войны для Израиля, достаточно посмотреть на карту или сравнить размеры населения этих двух стран. Для Израиля это очень рискованный шаг по многим причинам. Но могут быть и хорошие исходы. В 1967 году на Израиль собрались напасть сразу 4 арабских государства. Египет, одна из главных мусульманских стран мира, был тогда главным врагом Израиля и лидером коалиции государств, желающих сбросить его в море. Израиль нанес превентивный удар и в результате шестидневной войны овладел в том числе Синайским полуостровом и Иерусалимом. Потеряв Синайский полуостров, Египет ввел бои на новых границах, а затем вместе с Сирией начал войну судного дня. Для Израиля война начиналась очень плохо, но он перешел в контратаку, взял в окружение Третью египетскую армию и пошел на Каир, дорога на которой была открыта. До этой войны Египет не признавал Израиль и называл израильского премьера Голду Меир не иначе как главарем сионистского режима. Но после все поменялось. Перемирие заключалось уже с премьер-министром государства Израиль, а через 6 лет крайне правый премьер-министр Израиля Менахем Бегин заключил с Египтом постоянный мир, который есть и до сих пор. Египет получил назад Синайский полуостров. Израильские туристы поехали смотреть пирамиды прямыми рейсами из Тель-Авива. Между странами наладились добрососедские отношения. Израильская политика после 7 октября 1923 года такова. Если кто-то говорит, что хочет уничтожить израильское государство или евреев, ему верят и предпринимают меры. Но если цели такой не ставить, Израиль хочет мирного соседства, экономического сотрудничества, прямых авиарейсов, туристов в обе стороны, безвизового режима. Прямо сейчас, когда израильские ВВС сносят правительственные и военные объекты в Тегеране, такое развитие событий сложно себе представить. Но история государства Израиль показывает, возможно все. До завтра.